В общем, я сегодня даю полезные советы, как гулять по горам. Уж не знаю, нужны они вам или нет. Always think of you when spring comes, like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me. Всем привет, с вами Андрей с вершины горы Саписан, что на север от Сеула. Сегодня я решил поработать в таком необычном жанре для меня. Непрошенные советы называется. Меня никто не просил, но тем не менее я решил посоветовать вам, что нужно делать, чтобы забраться на какую-нибудь горку в Корее. Совет номер 1. Не начинайте доставать свой фотоаппарат, когда вы находитесь внизу. Заберетесь наверх, там достанете. А если вы хотите изобразить свой путь, как вы поднимаетесь с трудом туда наверх, так можно же в обратном порядке это сделать. Я так и сделал, между прочим. Никто не узнает, если вы не расскажете. А то, представляете, вам еще карабкаться, вы достали свой фотоаппарат, расчехлили его, настроили, а потом вам опять карабкаться, и вы усталый, злой, забираетесь на вершину горы, вам открываются красивые виды, и уже ничего не хочется делать. Пыхчу изо всех сил. Можно и в обратном порядке. Можно и дубль 2. Непрошенный совет номер 2. Обязательно берите хорошую обувь. Хорошая обувь с хорошей рельефной подошвой, потому что, несмотря на то, что в Корее дорожки в горах проложены чуть ли не асфальтовые, но далеко не везде, это во-первых. Во-вторых, гранитные горы в основном в Корее, и когда дождик пройдет, они становятся очень скользкими. Да и без дождика тут такие толпы народа ходят, что отполированный гранит, он достаточно скользкий. Вот здесь вот очень скользко, потому что гранит полит водой. А сейчас ведь сухой сезон. А если вы будете в сезон дождей в Корее, то вы очень даже можете попасть. Ну, поток здесь будет течь. Скользко, грязно. Поэтому обувь хорошая, с хорошим протектором. Если она специальная трекинговая, то... В кедах не надо сюда ходить. Знаете, в кедах, у которых плоская поверхность, не надо. Вам же хуже будет. В туфельках тоже не надо, на каблуках. Совет номер 3. Обязательно берите с собой воду. Если даже красивые и чистые ручейки текут в горах, то не всегда вам захочется из них попить. Особенно после дождя они становятся грязными достаточно. Ну, потом брезгуют многие люди, уже привыкли пить водичку из бутылки. Так что берите всегда с собой воду. Следующий совет. Всегда одевайтесь слоями. Вы когда идете наверх, вам жарко. Когда идете вниз, вам становится холодно. Одевайте лучше не очень толстое, но много-много слоев для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Можно снять что-то, когда вы наверх идете, и наоборот, наверху вам становится холодно, вы обратно на себя одеваете и опять чувствуете себя комфортно. Вниз, когда идете, тоже, наверное, вам понадобится больше одежды, чем когда наверх, потому что легче вниз идти. Следующий совет. Если вы видите вот такое объявление или похожее, не надо ходить за эту веревочку. Я там, правда, только что было, потому что больно красивая скала. Не ходите туда, куда не положено. Знаете почему? Там написано $500 примерно штраф, если вы туда зайдете. Никому не говорите, что я там был. А скала, вот смотрите, какая красивая. Называется кат-пави. Кат — это такая старинная шляпа. Похожа на старинную шляпу. Следующий совет. Если вы начинаете сбиваться с тропы, немедленно начинайте искать, где это вы сбились. Иногда кажется, ну вот тропинка пошла вот сюда, а вам нужно было туда. Прошли 10 метров, еще 10 метров, еще хочется пройти немножечко, посмотреть, как там, может быть, выйдем на основную тропу. Как только вы почувствовали, что сбиваетесь с тропы, немедленно возвращайтесь обратно. В прошлый раз, на прошлой моей горке, я сбился.
полз и полз и полз наверх. И еще немножко. А вот там люди где-то идут. Вот там вот где-то люди идут. Думаю, сейчас чуть-чуть покарабкаюсь и доберусь. Ну, в результате у меня ребро болит уже 10 дней. Такой совет: будьте взаимовежливы и предупредительны. Дело в том, что если вы устали, вы в группе идете, и вам не угнаться за какой-нибудь красивой вашей спутницей, то, будучи вежливым, предупредительным на дороге, вы таким образом даете себе возможность немножко отдохнуть. Правильно? А с другой стороны, корейцы сами, они очень вежливые, и вы будете поднимать культуру иностранцев в глазах корейцев, будучи такими же вежливыми, как и они. Вот загнула, а? Еще один такой совет. Не берите горки, которые на грани ваших возможностей. Что такое на грани возможностей? Вот я, например, такой неспортивный, для меня метров 500-600 нормально. А метров, ну, там, 1000 и больше уже я устаю. Дело в том, что вы, можете, заберетесь на горку, которая круче вот этих вот 500-600 метров выше, но у вас не будет времени пофотографироваться или снять такой вот дурацкий ролик с ненужными советами. Еще один очень важный совет. Увидите туалет, так вы в него зайдите на всякий случай. Дело в том, что наверху в горах туалетов нету, просматривается все достаточно хорошо, народу много ходит, зачастую. И даже если вот сейчас, например, народу нету, то через какое-то время вы обнаруживаете, что горы совсем даже не пустынные. Очень красивая местность здесь. Такое чувство, что несколько утюгов сверху съехало. Не хотел бы я под такой утюг попасть. В общем, туалетом пользуйтесь по возможности. Ребята, кстати, берут с собой воду, это спортсмены. Некоторые отдельные представители, многочисленные корейцев, очень часто с собой берут и воду, и брагу. Наверху, на горе, очень приятно и очень принято пить брагу. Пейте на здоровье. Брага называется макколи. Внизу в магазине берете, наверху пьете. Только ноги после нее становятся ватные. Так что аккуратно. Ну и последний, самый важный, наверное, совет. Здесь 38-я, 37-я, 36-я параллель в Корее темнеет достаточно быстро, потому что это юг. Поэтому всегда оставляйте себе время, чтобы спуститься. Спускаться в темноте по дороге, где такие вот булдуганы, не очень приятно, если честно, и опасно для ваших ножек. Поэтому спускайтесь пораньше. Ну, я надеюсь, вам советы мои дурацкие понравились. Если вы до этого момента досмотрели, то всем привет. Если не досмотрели, то всем пока. Встретимся с более серьезным чем-нибудь в следующий раз. А может, тоже с таким смешным. Если у вас есть что добавить, и вы сами по горам бегаете, в комментариях напишите, пожалуйста. Это будет помощью и мне, и тем, кто бегает по горам. Если хотите на эту горку забраться, напишите мне. Как только приедете в Корею, с удовольствием вас сюда заведу. А если вы уже в Корее, тоже пишите. Сбегаем на эту или на другую горку какую-нибудь. Я по горкам бегать люблю, как вы знаете. Пока. С вами был Андрей.